История начинается с того, что Хранительница Берегов и Ровер обсуждают Эбби, таинственное эхо, которое было необычно тихим. Хранительница Берегов объясняет, что Эбби чувствует малейшие изменения частоты и замечает, что Эбби перетерпевает тонкие трансформации, которые ослабляют ее частоту. Это вызывает беспокойство, поскольку Эбби и главный ее герой Ровер разделяют жизненную силу, существующую миллионы лет. То, что влияет на Эбби, влияет на Ровера. Хранительница Берегов сообщает, что обнаружила скрытую запись в системе Тетис, оставленную прошлым ровером, которую можно было найти только после разрешения проблемы с ядром Тетиса. В ней прошлый ровер предоставляет текущему роверу доступ к банкам данных Черного берега, раскрывая, что его прошлое «я» стерло данные о себе. Он призывает ровера найти Императора, Стража Ринашиты, чтобы справиться с конфликтом между высшим благом цивилизации и духом человечества. Под руководством Хранительницы Берегов, Ровер и Эбби готовятся к путешествию в Ринашиту, а именно в город Рагуну, на карнавальный фестиваль. Они встречают Альта, который предоставляет им небольшую, но продвинутую лодку Федерации для путешествия. По пути на них нападает гигантский нарвал, Цетус, разрушитель приливов, но их спасает капитан Брандт из отряда команды шутов. На борту Эбби поражается эхо, напоминающее ее саму, что намекает на глубину эхотехнологии Ринашиты. По прибытию в Рагуну Ровер и Эбби сталкиваются с непреклонной властью Ордена Глубин, который контролирует эхо и устанавливает строгие законы. Они встречают Фиби, Акалита Ордена, которая знакомит их с сосредоточием бытия, системой, позволяющей гражданам вызывать эхо. Однако эхо, принадлежащее только Ордену, отмечены нимбами и контролируются более строго. Ровер и Эбби исследуют странное поведение эхо во время репетиции карнавала. Эти эхо подвержены влиянию таинственных сил. Зани, их проводница и телохранитель Мантели, обнаруживает, что за этим инцидентом может стоять семья Фисалия, соперники Мантели. Благодаря хитроумному расследованию с участием маскировки и тайного слежения, они обнаруживают, что Джильберта и семьи Фисалия манипулируют эхо с помощью цветов ликерис фроловой. Расследование раскрывает более глубокий заговор. Семья Физалия сотрудничает с продажными священниками, а Орден, возможно, использует эхо для контроля над населением. Фиби, Зани и Ровер приходят к выводу, что Орден и Фракцидус планируют захватить Лорелей, могущественное эхо, способное контролировать святилище Нимбус, что может обернуться катастрофой для Рагуны. Следуя зацепкам, Ровер и его союзники узнают историю Ринашиты. Переселенцы, ведомые сосредоточием бытия, основали Рагуну, научившись использовать эхо для формирования своего общества. Также они встречают Христофора, драматурга, исследующего историю Блаженной Девы Флёр де Лис, чья жертва спасла Рагуну от катастрофического темного прилива столетия назад. Ровер, Зани и Фиби противостоят Жильберту, который использовал резонаторов и цветы фроловой для управления эхом. Они узнают, что действия семьи Фисалия не единичны. Фракцидус организовал более масштабный заговор с целью дестабилизировать Рагуну и получить контроль над ее жителями, воссоздавая прошлые катастрофы под видом божественной кары. Они отправляются в святилище Нимбус, охваченное штормами место, где обитает Лорелей. Здесь эхо и хаос окружающей среды сливаются воедино, организованные антагонистом. Они побеждают Джильберта и раскрывают правду. Маски безумия от Фракцидуса, а кошмар Лорелей был создан искусственно. Страж Император отрезан от прямого контакта со смертными, и только коллективная молитва или карнавальные обряды позволят общаться с ней. Освободив Лорелей, Ровер и союзники узнают о мотивах Ордена и Фракцидуса.
Сея хаос во время карнавала, они стремятся выдать себя за спасителей и укрепить свой религиозный контроль. Ровер, Карлота, Зани и Фиби разрабатывают план защиты карнавала, гарантируя, что граждане не догадаются о манипуляциях, и одновременно проложат Роверу путь для общения со стражем. Благодаря тщательной подготовке и мастерству исполнения, они преодолевают опасности фестиваля, включая бродячее эхо, управляемых драконов и возвращение Цетуса, разрушителя приливов. Команда обнаруживает, что столетия назад цивилизация Ринашиты была спасена от катастрофы эхом, ведомым стражем, и Орден скрывал эти истины, чтобы сохранить контроль. Наконец, герой сталкивается с остатками козни Ордена, раскрывая историческую правду, скрытую в витражных башнях Ринашиты. Они узнают, что божественная сущность Императора когда-то была целостной, но разделилась из-за человеческого конфликта. Только избранный лауреат, носящий лавровый венок, может полностью общаться со стражем, восстанавливая баланс божественности и защищая Рагуну. Когда карнавал был спасен, Ровер чувствует странную частоту. Следуя за ней, он встречается с незнакомой девушкой, которая есть Флёр де Лис. Она говорит, что она заперта в перевернутой башне.